Привет! Меня зовут Светлана, и вы на моем канале Свет Вышивки. Продолжим, друзья, цикл передач «Финиши 2022». Сегодня будет часть третья. На календаре 25 июля 2022 года. И в данном выпуске я хочу познакомить вас с еще двумя работами. Как вы понимаете, это будут все те же круги Клейтона фирмы Heritage. Итак, друзья, знакомьтесь, перед вами первая работа, которую я назвала «Колонка». Да, это центральный уличный водопроводный кран и стал причиной выбора данного сюжета. Размер схемы, как у всех кругов Клейтона, 140 на 140 стежков. Готовая работа имеет размер 25 на 25 сантиметров. Я вышивала на аиде 14 каунта нитками ДМС. В работе используются такие стежки, как классический крестик в 2 сложения нити, в 1 сложение нити крестик, дробные крестики 1/4, 3/4. Знаменитый узкокрестик. Напомню, это когда в клеточке для классического крестика укладывается 2 узкокрестика. Они могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Используются в работе и так, и эдак. Ну и, конечно, поэтому они называются узенькими, тоненькими. Так, что еще не сказала? Ну и, конечно, бэкстич. Но используется он здесь крайне мало, деликатно, я бы сказала, ненавязчиво, оправданно. Ну вот мы видим веточки у дерева, уже оголенные, из которых упали листочки вот сюда, прямо под колонку, да. Шпруцы на окнах обозначены тоже бэкстичем. Ну, возможно, немного где-то подчеркнута крыша. В основном на крыше использовался узкокрестик. Ну, вот так. В 1 сложение нити крестики мы можем увидеть в небе, чтобы оно плавно переходило и смотрелось воздушно, прозрачно. Вот здесь наряду с крестиком в 2 сложения нити использовался крестик в 1 сложение. А также вот здесь деревца, чтобы обозначить пространство и что это уже дальние планы, где-то вдалеке эти деревья, они вышивались в 1 ниточку крестиком. Ну а на переднем плане, конечно, это 2 сложения крестика и иные обозначенные мною выше стежки. Итак, друзья, почему же данный сюжет? Да, ну, конечно, потому что мне он обязательно что-то напомнил. А напомнил детство мое. Да, дни школьных каникул, как правило, я проводила у бабушки. Да, и там, я помню, была колонка, такой центр вселенной. Правда, там еще стояла небольшая лавочка. Да, и вот местные жители иногда у колонки собирались, обсуждали какие-то новости, делились чем-то сокровенным, советовались, сплетничали. Ну, а мы, конечно, баловались. Набегавшись, пили воду холоднючую, ноги полоскали, обливались. В общем, у меня хорошие, добрые ассоциации с данным водопроводным краном уличным. И вот когда я увидела этот сюжет, все накатили добрые воспоминания, ощущения. И, конечно, я не смогла пройти мимо. Что еще мне нравится? Мы видим, что улочка залита солнцем, солнечными лучами. Но если раньше я думала, что это лето, то сейчас я так понимаю, что нет, возможно, это лето, но, скорее всего, уже конец лета, либо начало осени.
мы видим совершенно уже желтое дерево. Ну, не так далеко, но вдалеке, да. И на переднем плане, вот что мне нравится у Клейтона, что зритель всегда ощущает себя стоящим в тени. Вот мы с вами сейчас находимся у колонки непосредственно в тени данного дерева, да, и мы любуемся деревушкой, цветами, которые украшают вход. Вот они плетутся по перголам, красные, розовые. Я, правда, не знаю, передает телефон цвета или не передает, но я вам на словах скажу. Здесь такие малиновые, розовые цветочки, возможно, плетистые розы. Возможно. Да, и здесь немножко такие растения розовые, да. Ну и как мы видим, дерево имеет уже пожелтевшую коричневатую листву. И здесь немножко, да и по всему дереву. И скорее всего, что вокруг колонки все пространство усеяно опавшей листвой. Так что, ну, дерево еще зеленоватое, но уже первые намеки приближающейся осени на лицо, я бы сказала, на переднем плане. Ну, вот такие у меня добрые ассоциации с данным сюжетом. И вот поэтому я с удовольствием его вышивала, вспоминала, окуналась в воспоминания. И вот так он выглядит у меня в итоге. Ну что, теперь давайте перейдем к следующему сюжету. Работа номер 2. Уикенд. Тоже мне очень понравился данный сюжет. Все так же, как у Клейтона, все те же стишки используются в работе, которые я перечисляла выше. И, как обычно у Клейтона, мы с вами, зрители, находимся в тени, уже под этим деревом. Вот немножечко бэкстич, веточка видна нам. Здесь немного, на крыше домов, но это буквально там минимум бэкстича. Ну, конечно, на окнах шпросы обозначены бэкстичем. Да, и вот, что мне нравится, и река с уточками здесь. Все спокойно, вот человек с собакой, с большой вышел на прогулку. Здесь мы видим, что кто-то торопится по своим делам. Ну, а здесь мамочки с детками. Да, очень мне понравился этот сюжет. Я увидела его и сразу решила для себя обязательно его вышила, как вы видите. Мне нравится вышивать людей. Вы знаете, когда люди покидают город, очень без них страшно и плохо. Да, все смолкает, затихает. Очень одиноко. Так что замечательно, когда шумят дети, кричат, веселятся, шум, везде слышен говор, движение. Это замечательно. Вот так, что хочу вам сказать. Ну, все так же мы видим, да, еще и деревушку, все так же солнечно, замечательно, прекрасное небо и тень от рядом стоящего дерева, под которым мы с вами сейчас в данную минуту и находимся. Но, друзья, хочу продолжить. Не только это все повлияло на выбор данного сюжета. Сюжет данной вышитой картины напомнил о полюбившемся мне сериале «Вызовите акушерку». Сериал основан на реальных событиях, произошедших с одной акушеркой в 50-х годах прошлого столетия и записанных с ее слов писательницей Дженнифер Уорф. Книга
«Вызовите акушерку» — это воспоминания Дженнифер Уорф о ее жизни и работе в Лондоне 1950-х годов. Молодая девушка Дженни Ли, удивляясь сама себе, устраивается акушеркой при общине святого Раймонда Ноната в Ист-Энде. Грязные улицы со следами недавней войны, шумные доки, перенаселенные многоквартирки, преступность и крайняя нищета. В середине XX века этот район нельзя было назвать благополучным. Медсестры и монахини общины были тогда единственными, кто неусыпно заботился о женщинах из бедных рабочих семей. Работая акушеркой, автор день за днем наблюдала нелегкую жизнь этих людей, становилась свидетелем их трагедий и радостей и убеждалась в невероятной силе их характера. На исходе жизни Дженнифер Уорф написала поразительную книгу о том времени, о монахинях и простых горожанах. Первый в литературе рассказ о самоотверженном труде акушерок. Неудивительно, что книга «Вызовите акушерку» стала несомненным бестселлером. На данный момент только в Великобритании продано более миллиона экземпляров. В 2012 году книга была экранизирована компанией BBC. Сериал «Вызовите акушерку» собрал у экранов более 10 миллионов зрителей и стал наиболее успешным драматическим сериалом. Хочу познакомить вас с небольшим отрывком из книги, дабы мы имели возможность погрузиться в атмосферу того времени. Предисловие. В январе 1998 года журнал «Акушерок» опубликовал статью Терри Куатс, озаглавленную «Образ акушерки в литературе». После тщательного исследования Терри была вынуждена прийти к заключению, что в литературе образ акушерки практически не раскрыт. Почему во имя всего святого? Вымышленные врачи толпами вышагивают по страницам книг, сея походя перлы мудрости. Медсестры, хорошие и плохие, тоже отнюдь не редки. Но акушерки... Кто слышал об акушерках, как о литературных героях? А между тем акушерство само по себе полно драмы и мелодрам. Каждый ребенок зачинается в любви или похоти, рождается в боли и страдании, для радости или трагедии и мучения. Акушерка присутствует при каждом рождении, находится в гуще его, видит все. Почему же она остается призрачной фигурой, скрытой за дверью больничной палаты? Терри Куат закончила свою статью словами: «Возможно, где-нибудь есть акушерка, способная сделать для своей профессии столько же, сколько Джеймс Хэриот сделал для ветеринарии». Я прочитала эти слова и приняла вызов. Дженнифер Уорф. Видение. Нонатус Хаус был расположен в самом сердце Доклинса. Практика охватывала Степни, Лаймхаус, Миллоу, Собачий остров, Кабби-таун, Поплар, Боу, Майн-Энд и Уайтчепел. Район был густо населен, и большинство семей жили там поколениями, зачастую не переезжая дальше, чем на улицу-другую от места рождения. Семейная жизнь протекала в тесноте. Детей воспитывали всем миром. Тети, бабушки и дедушки, кузины, старшие братья и сестры, жившие все в пределах нескольких домов или, самое большее, соседних улиц. Дети постоянно бегали друг к другу в гости, и не припомню, а я работала и жила там, чтобы двери когда-либо закрывались, кроме как на ночь.
Ребятишки сновали повсюду. Улицы были их игровыми площадками. В 1950-х в переулках не ездило никаких машин. Их просто ни у кого не было, так что играть было совершенно безопасно. По главным дорогам, особенно ведущим к докам, и от них разъезжали грузовые автомобили. Но на маленьких улочках движения не было вовсе. Детскими площадками служили и разрушенные бомбами здания. Их было не счесть, страшное напоминание о войне и интенсивной бомбардировке Доклинса, со времени которых прошло всего 10 лет. Тут и там в рядах домов зияли огромные бреши, порой проходившие насквозь через 2-3 улицы. Такие места обносили сплошным забором, отчасти просто для того, чтобы убрать с глаз долой пустыри, заваленные битым кирпичом среди еле стоящих останков зданий. Вероятно, где-то даже висели таблички «Опасно, вход воспрещен». Но для любого живого мальчонки лет 6-7 они были, что красная тряпка для быка. У каждого разрушенного здания имелся секретный ход, незаметно отодвигающаяся доска, позволявшая маленькому тельцу протиснуться внутрь. Официально заходить туда запрещалось. Но все, включая полицию, казалось, закрывали на это глаза. Несомненно, это был суровый район. Поножовщины и уличные драки никого не удивляли. Дня не проходило без драк и стычек в пабах. В маленьких перенаселенных домах процветало бытовое насилие. Но я никогда не слышала, чтобы насилию подвергались дети или старики. Слабых определенно уважали. То были времена близнецов Крей, войн группировок, кровной мести, организованной преступности и жесткой конкуренции. Полицейские были повсюду и никогда не ходили в одиночку. И все же я ни разу не слышала о сбитых с ног и обворованных пожилых леди, о похищенных или убитых детях. Подавляющее большинство мужчин в районе работали в доках. Занятость была высока, зарплата мала, рабочий день длинен. Мужчины, выполняющие квалифицированную работу, имели сравнительно высокую заработную плату и нормированный день, и потому держались за свои рабочие места мертвой хваткой. Ремесло, как правило, не выходило за рамки семьи, передаваясь от отца к сыновьям или племянникам. Но разнорабочим жизнь, должно быть, казалась сущим адом. Пока корабль не вставал под разгрузку, не было никакой работы, и мужчины весь день слонялись под доком, курили и припирались. Но приход корабля означал 14, возможно, 18 часов неустанного физического труда. Приступали в 5 утра, заканчивали к 10 вечера. Неудивительно, что после этого они заваливались в пабы и напивались до чертиков. Мальчики начинали работать в доках с 15 лет и должны были трудиться наравне с мужчинами. Мужчины вступали в профсоюз, стремившийся обеспечить справедливую оплату и разумный график работы. Но принцип закрытого цеха, вероятно, создавал столько же неприятностей и вражды между рабочими, сколько и выгод. Впрочем, не приходится сомневаться, что без профсоюзов эксплуатация рабочих в 1950 году была бы столь же ужасна, как и в 1850. Ранние браки считались нормой. В вопросах секса среди добропорядочных жителей Ист-Энда
наблюдался высокий уровень морали и даже ханжества. Несостоявших в браке партнеров почти не встречалось, и ни одна девушка не стала бы жить со своим парнем. А если бы попыталась, ее бы сжила сосвету своя же семья. Что происходило в разбомбленных руинах или за навесами для мусорных баков, не обсуждалось. Если девушка беременела, давление на парня было столь велико, что немногим удавалось улизнуть от женитьбы. Семьи были велики, порой очень велики. Разводы редки. Не обходилось без жарких и жестоких семейных скандалов, и тем не менее муж с женой обычно держались вместе. Работали женщины редко. Девушки, конечно, но как только женщина заводила семью, это начинало вызывать неодобрение. А когда появлялись дети, работать становилось невозможно. Непрерывные хлопоты, уборка, стирка, магазины и готовка становились ее уделом. Я часто не могла взять в толк, как эти женщины справлялись с 13-14 детьми, живя в крошечном доме всего с 2-3 спальнями. Некоторые семьи такого размера жили на съемных квартирах, часто состоявших всего из 2 комнат и кухоньки. Контрацепция, если и практиковалась, была весьма ненадежна. Все было отдано на откуп женщинам, которые бесконечно говорили о безопасных днях, красном вязе, джине и имбире, обливание горячей водой и тому подобном, но мало кто посещал центры по планированию семьи. И, судя по тому, что я слышала, большинство мужчин категорически отказывались предохраняться. Стирка, сушка и глажка занимали большую часть рабочего дня женщины. Стиральных машин практически не было, а сушильные барабаны еще даже не изобрели. Сушильные дворы были всегда завешены одеждой, и нам, акушеркам, частенько приходилось пробираться сквозь лес хлопающего белья, чтобы попасть к пациентке. В квартирах висели новые порции белья, между которыми приходилось петлять и подныривать в прихожей, на лестнице, на кухне, в гостиной и в спальне. Первое прачечное самообслуживание открылось в 1960-х годах. До этого все стирали дома вручную. К 1950-м большинство домов могло похвастаться холодной водой и смывным туалетом во дворе. У некоторых даже была ванная. Однако не в доходных домах, так что общественные бани были по-прежнему весьма востребованы. Непоколебимые матери раз в неделю притаскивали сюда своих упирающихся сыновей. Мужчины, возможно, под давлением своих женщин также проходили процедуру еженедельного омовения. Вы бы видели, как каждую субботу они шли в баню с маленькими полотенцами, кусками мыла и мрачными лицами, на которых отражались все драки, проигранные ими на неделе. В большинстве домов было радио, но за всю свою жизнь в Ист-Энде я не видела ни одного телевизора. И это, возможно, неплохо способствовало разрастанию семей. Пабы, мужские клубы, танцы, кино, мюзик-холлы и собачьи бега были основными видами досуга. Для молодежи, что удивительно, центром общественной жизни часто становилась церковь. При каждой церкви имелся ряд молодежных клубов, в которых каждый вечер проводились всевозможные мероприятия. В церкви всех святых на Ост-Индия-Док-Роуд, огромном викторианском соборе, был организован посещаемый
сотнями подростков молодежный клуб под руководством пастора и как минимум 7 энергичных молодых викариев. Им требовалась вся их молодость и энергия, чтобы вечер за вечером проводить мероприятия для 5-6 сотен молодых людей. Тысячи моряков всех национальностей, что приходили в доки, не сильно влияли на уклад живущих там людей. «Мы держимся своих», — говорили местные, не желая вступать в контакт. Дочерей тщательно оберегали. Для удовлетворения потребностей моряку хватало борделей. По долгу службы мне доводилось посещать эти жутчайшие места 2 или 3 раза. Я видела проституток на главных дорогах, но ни одной в переулках, даже на Собачьем острове, куда в первую очередь прибывали моряки. Опытные профессионалки никогда бы не стали тратить время на такой неперспективный район. А если какая-нибудь энтузиастка-любительница оказывалась настолько безрассудна, чтобы попробовать, ее вскоре выдворяли, вероятно, с применением силы. Возмущенные местные жители, как мужчины, так и женщины. Бордели пользовались известностью и всегда были заполнены. Осмелюсь сказать, они были нелегальны и время от времени подвергались полицейским облавам. Но на бизнесе, кажется, это не сказывалось. Существование публичных домов, конечно, оставляло улицы чистыми. За минувшие 50 лет жизнь безвозвратно изменилась. Мои воспоминания о Доклинсе не имеют ничего общего с тем, что там происходит сегодня. Семейная и общественная жизнь полностью переосмыслились, и одновременно случились 3 вещи, положившие конец векам традиции всего за 1 десятилетие. Закрытие доков, расчистка трущоб и изобретение противозачаточных средств. Снос ветхих зданий начался в конце 1950-х, когда я еще работала в этом районе. Несомненно, здания никуда не годились, но для людей это был родной дом и любимый дом. Я помню многих людей, старых и молодых, мужчин и женщин, держащих в руках бумагу из местного совета, сообщающую, что их дома и квартиры сносят, а их переселяют. Многие рыдали. Они не знали другого мира, и переезд на 4 мили казался путешествием на край света. Переезды разбивали большие семьи, от чего страдали дети. Это также буквально убивало многих стариков, которые не могли адаптироваться к переменам. На что тебе новая квартира с центральным отоплением и ванной, если ты никогда не увидишь внуков? Тебе не с кем поговорить, а пивная, где разливают лучшее пиво в Лондоне, в 4 милях отсюда. Дженни, одухотворенная благородными целями, перебирается в Ист-Энд, самый малоимущий и неблагоприятный район Лондона. Здесь она намерена помогать людям с решением медицинских проблем, с которыми они не в силах разобраться ввиду финансовых и социальных проблем. Героиня селится в Нантусе, где проживают монахини. Трудовые акушерские будни полны ярких сцен, связанных с личными историями каждой пациентки, в которых есть место и для смеха, и для слез. Целая энциклопедия человеческих характеров, горести и радости простых женщин предстает перед зрителем через призму непростой медицинской тематики. Некоторые эпизоды вызвали дебаты. Сцена нелегального аборта шокировала многих зрителей и привела к спорам об уместности таких сцен и манеры их режиссирования.
Директор связи с общественностью прокомментировала: незаконный аборт шокирует и расстраивает. Но это та реальность, которая существовала для женщин Великобритании до легализации аборта в 1967 году. К сериалу, который начинаешь смотреть, привыкаешь, а потом просто не можешь остановиться и живешь вместе с героями. Удивительные изменения людей и времени, в котором они живут. «Вызовите акушерку» — это сериал о жизни и любви, о новом и старом, о человечности и выборе. На фоне небольшого городка Поплар вершится история, в домах появляются телефоны, юбки становятся короче, обычную зарядку меняет фитнес. Люди отходят от послевоенных ужасов, хоть они иногда и врываются в их жизни ночными кошмарами и сломанными судьбами. Здесь умеют помогать друг другу. Они вместе скорбят и радуются. Каждая из акушерок особенная, уникальная. Но всех объединяет любовь к людям и желание помочь. Удивительные автобиографические истории захватывают и увлекают. Хочется, чтобы сезоны снимались и не заканчивались. Вот так, друзья. Сериал интересный. Все показано очень натурально, но крайне деликатно. Так что рекомендую к просмотру. Не пожалеете. Да, друзья, еще пару слов о сериале. Я так смеялась, помню, смотрела второй сезон уже. И заходит в комнату сын, встал и смотрит. Недовольный такой, сосредоточенный. Я говорю, в чем дело? А он: я хочу знать, она когда-нибудь родит или нет. То есть он думал, что вот эти все, наверное, уже серии 18 рожает одна и та же. Он же ему не вдомек, что каждая серия — это, ну, как вы поняли уже, отдельная история человеческая. И вот он слушал и не выдержал, пришел у меня выяснить. Я говорю, ну, у тебя выдержка, конечно. Вот так. Да, сейчас вот вспомнила. Ну что, друзья, я буду уже, наверное, закругляться. Я желаю всем мира. Пишите комментарии, лайки приветствуются. А на сегодня все. Пока-пока.